Здравствуйте, дорогие друзья и зрители моего канала. На днях я хочу сделать кое-какую выпечку, а точнее пирог для настоящих мужчин, приуроченного к Дню Защитника Отечества. Посмотрел свои запасы, и как оказалось, у меня закончился разрыхлитель. Его я не покупаю, а готовлю сам. Вот в этой связи мне и пришла идея снять ролик по изготовлению разрыхлителя в домашних условиях. Но сначала несколько слов, для чего он нужен. Пекарский порошок, он же разрыхлитель, нужен для того, чтобы придать готовому изделию из теста пышность и рыхлость. Состоит он из 3 компонентов: лимонной кислоты, соды и муки, пропорция которых подобрана таким образом, чтобы во время приготовления теста реакция выделения углекислого газа прошла без остатка, и готовые изделия не имели неприятного вкуса и запаха. Тесто, приготовленное с помощью разрыхлителя, нужно срочно отправлять в духовку. Только так изделия получаются объемными и равномерно пропеченными. Хочется еще сказать пару слов о соде. Существует очень распространенная ошибка, когда в тесто добавляют соду, уже гашеную уксусом. Это в корне неверно, так как реакция, которая должна пройти была в тесте и наполнить его маленькими пузырьками, прошла уже на воздухе, и большая часть углекислого газа уже улетучилась. А сейчас я покажу, как в домашних условиях приготовить этот самый разрыхлитель. Преимущество домашнего приготовления сводится к тому, что он не содержит никаких дополнительных химических добавок, стоит гораздо дешевле магазинного и отличается более высоким качеством. Ну и, конечно, всегда он есть под рукой. Итак, приступим. Для приготовления разрыхлителя нам понадобится 3 части сухой лимонной кислоты, 5 частей пищевой соды и 12 частей муки. Отмерять данные пропорции можно по весу или мерными ложечками. Можно отмерять как чайными, так и столовыми ложками. Я буду отмерять простой чайной. Для начала возьму лимонную кислоту. Но так как ее гранулы довольно крупные, нужно ее измельчить в пудру. Отмеряю 3 части лимонной кислоты и отправляю ее в кофемолку. Высыпаем кислоту в миску, в которой будем смешивать все компоненты. Но есть одно условие: вся посуда, где будет готовиться и храниться разрыхлитель, должна быть абсолютно сухой. Туда же добавляю 5 частей обычной питьевой соды. Теперь добавлю 12 частей муки. Кстати, муку можно использовать абсолютно любую: пшеничную, овсяную, гречневую, рисовую и так далее. Сухую смесь хорошо перемешиваем.
Готовую смесь пересыпаем в посуду с герметичной крышкой. Это важное условие, так как разрыхлитель очень активен и может вступать в реакцию даже с повышенной влагой из воздуха. Для сортировки нужно положить в емкость, где будет храниться разрыхлитель, 2 кусочка сахарного рафинада для устранения влажности. Ну и конечно, хранить разрыхлитель нужно в сухом месте. Итак, друзья, я вам показал, как приготовить пекарский порошок в домашних условиях. Желаю всем удачной и вкусной выпечки. Если это видео вам показалось полезным, то пожалуйста поставьте лайк. А с вами ваш Андрей Бабайко. Всем пока-пока.